Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 февраля. Давайте узнаем, что же там случится, что произойдет в эти 10 дней и как это окажет влияние на вашу жизнь. Совсем скоро, это уже практически февраль у нас на пороге. И давайте будем знать или узнавать, что же вас ожидает, что ждет, что идет на ваш порог, как мы говорим, да? Вот знаки судьбы на первой колоде карт, которая 78 дверей. Открыты двери или закрыты. Каковы ключи? Достанем 3 карты. Потоковая информация без вопросов. Позволим картам дать вам подсказки. С чем будут связаны события или с кем? Что же ждет водолеев? Первый знак судьбы. С 1 по 10 февраля. Что ждет с 1 по 10 второй знак судьбы и третий? И если мы спросили, что же там случится и что произойдет, давайте достанем такую карту, как главное событие, ключевое или ключевая тема, возможно, в которых и придется вот в этой теме принимать важное решение. И неожиданные события, то, чего вы не видите, не знаете, что пока или скрыто для вас, или как будто за гранью, но тем не менее это где-то вам придется учитывать с 1 по 10. И к чему это все идет, зачем это все было нужно? По основным сферам жизни. Что ждет? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом. Что ждет финансов Водолеев с 1 по 10. И что ждет это по части вашей работы, достижений, планы, важные встречи или учеба. Итак, первый знак судьбы. Ого, праздник какой-то. По этой карте нет закрытых дверей. Дверь шкафа, по сути дела. Люди примеряют на себя наряды. Немножко так вот стоит, задержаться на этой колоде. Конечно, она говорит о хорошем настроении, есть повод для радости, это факт. Но вот пока все же по этой карте это, знаете, что-то такое мимолетное. Это мы не можем от этого оттолкнуться. Радость какая-то будет, но она сама по себе не приносит какого-то итога, она не приносит стабильности. Она может принести вдохновение, и это тоже в наше сложное время не так уж и мало, как Пабло Пикассо сказал. На моем сайте это девиз. Вдохновение– это как специя. Ее нужно совсем немножко, но она способна изменить все. Поэтому, кто знает, у кого-то, дай бог, да, когда с вдохновения начинается какой-то процесс, может быть, это даже новое дело, ваш новый план, или, знаете, находясь просто в кругу друзей, компании или, ну, среди каких-то людей, вы слышите новость, вот такое бывает, да? А у нас в голове какой-то пазл складывается, и мы думаем: "А дай-ка я попробую, а почему бы и нет?" Ну, вот что-то такое у вас может быть. Второй знак судьбы. Ну, вот сомнения, радость и сомнения. Ну, вот это вот по чувствам как раз то, что идет обычно рука об руку. И вот знаете, карта искаженного восприятия, как на этой карте девушке кажется, а в реальности этого нет. С чем это связано? Откуда ваши сомнения, искаженное восприятие? Тут надо с чем-то определяться, мои дорогие. Вот этот лабиринт вы уже практически вот как на выходе. Он уже закончился, но, видимо, есть какая-то составляющая в вашей жизни, которая целиком и полностью от вашего решения. Да, тут придется принимать какое-то важное решение. Я не исключаю, что это будет связано еще и действительно с какой-то информацией. Поэтому какую-то информацию, ведь ваш знак зодиака– это стихия воздуха, да, и мы говорим по воздуху, ну или второй, это у нас мечи как раз идет, да, это интеллект. Тут какое-то решение должно быть однозначное принято. Вот, судя по всему, может быть, это по части личной жизни. Остаюсь или ухожу. Продолжаю, сохраняю или отказываюсь. Вот тут какой-то такой момент вибрирующий, когда, ну, условно, раз и навсегда. По крайней мере, вы так можете чувствовать. Давайте откроем третий знак судьбы. Вот смотрите, точно начинается с радости. И что-то не просто вдохновляет, а цепляет более глубоко. Но создает какой-то нерешенный вопрос, проблему, какая-то тема, которая вот прямо на порыве, как вы хотите, так не пойдет, так не сложится. И, скорее всего, ну, так трезвым рассудком вы это будете сами понимать. Есть какие-то вопросы, которые нужно согласовать. Мне хочется добавить, я вот-вот
буквально со дня на день опубликую, может быть, и сегодня успею, кстати, на своем сайте планетарный гороскоп на февраль месяц. И, забегая немного вперед, основной девиз для водолеев, гласит как бы, да, эта планета, это не про Таро, но где-то перекликается, почему я удивляюсь. Это не путаница, это видение, требующее формы. Я формирую идеи, которые имеют значение. Вот, наверное, все эти 4 карты поговорят об этом. Альтернативное решение, мои дорогие. Да, вот заключительный знак судьбы. Девушка наша. Вот, и, кстати, даже посмотрите, ее наряд художник изобразил, да? Что-то тут напоминает, ну, скажем, насилие, да, если мы продолжим платье, тут немножко видоизменим, ну, может быть, это где-то средние века, даже так отчасти, да, ну, понятно, не в таком наряде, но где-то даже ее штиблеты, обувь где-то так вот напоминают башенки, да, вот какой-то прежний период жизни, какие-то традиции, но в то же время это в современном мире. То есть это какая-то ваша, может быть, идея, которая связана с глубоким прошлым в вашей жизни, с вашим желанием, с вашей, ну, какой-то, может быть, даже мечтой. Вот сейчас она как будто приближается. Но есть еще некоторая путаница. Вот этот самый лабиринт, мои дорогие. И нам придется принимать альтернативное решение. Девушка задумалась. Шла-шла, вот дошла. Дверь маленькая, девушка большая. Она стоит и думает. Ей она именно двери видит, понимаете, мои дорогие? Вот обдумайте альтернативно какую-то вашу задачу, что там вас мучает или что вам покоя не дает. Не видит она, основная тема этой карты, она не видит вот более такой широкий ракурс. Или, как знаете, в горизонте, в пространстве нужно какую-то идею или вашу задумку рассмотреть. И в этом и кроется где-то выход. Мы понимаем, что дверь не вырастет, она не уменьшится. Но если смотреть вот именно как в свое желание и не видеть того, что вокруг, каких-то обстоятельств, каких-то внешних событий, может быть, условностей, говоря уже более таким материальным языком. У кого-то возможности по закону, у кого-то по документам, у кого-то, ну, какие-то еще маневры, но есть ограничения. Но тогда надо думать, либо как обходить эти правила, и причем сделать это все красиво, элегантно, по закону. Все таки у нас четверка пентаклей. Вот такая противоречивая информация изображена на четверке пентаклей. О чем? 4 пентакля — это стабильность и карта. Понимаете? То есть это имеет смысл, какая-то ваша идея должна быть додумана. Но она для того, чтобы была жизнеспособна, ее нужно подать для самого себя, может быть, в первую очередь, несколько по-другому. Или подойти к ней. Вот как этой девушке. Надо не спрашивать, как мне попасть в эту дверь, а как мне попасть в это пространство. И тогда сразу вопрос решен, правда? Мы можем, ну, даже вот то, что мы сегодня считаем недостатком, переложить в наше преимущество. Она может заглянуть, разведку произвести. Что там такое вообще происходит? Вот я туда хочу. Окей, а дай-ка загляну сначала. И что, надо мне это или не надо? Заглянула, увидела. Да, надо. Тоже хорошо. Подошла. Не обязательно мы должны, может быть, и сложно так вот перемахнуть этот забор, да? Ну ладно, перелезть-то мы можем, почему нет? Так вот потихоньку, потихоньку да перелезем. То есть, понимаете, вопрос имеет решение, но с другим подходом. Что ж там случится, что там произойдет? Принцесса чаш, влюбленная девушка. Вы во что-то влюблены или в кого-то влюблены. Может быть, вы влюблены да во что угодно, в свое дело, творчество, в какую-то идею, в конкретного человека. Или хотите где-то остаться, может быть, вот именно задержаться. Как будто остановись мгновение, ты прекрасна. Это вот с чем это мгновение связано? Ну, у кого-то напрямую с личной жизнью. Да. Либо пара, либо по королю чаш это идут люди, первое, очень часто, кстати, супруги или те люди, с кем мы долгое время общались, были в паре, может быть, была дружба, а тут вроде как отношения выстраиваются на какой-то более серьезный лад, что-то как бы предвестники есть, да, когда просто дружбу или просто отношения можно перевести во что-то большее. Может быть, это у кого-то
Ну, вот сами по себе контакты с человеком, который, ну, где-то эмоциональный, большой эмпат, иногда проходят по этим картам представители знака зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. И, может быть, вот они чувствуют как-то по-другому. Вы, может быть, ну, где-то чувствуете взаимопонимание, буквально вот это на уровне интуиции. Это все очень здорово притягивает, делает, ну, как объединяет нас, да. Вот, может быть, это у кого-то даже вот такая вот история. Тем не менее, король чаш, хоть и в этой колоде он нам не среди волн морских, обычно так изображают, он здесь у нас на троне, но с кубком. И это единственный, как бы вот, да, персонаж в колоде, который умеет правильно распределять чувства и мир материальный. Он не умеет, как бы умеет принимать любовь, дарить любовь и к этому не притягивать какую-то жесткую материальную основу. И наоборот, когда нужно решать что-то материально, да, или именно рациональные какие-то решения, он туда умеет не добавлять чувств. Тогда путаница опять же получается, да. Только добавь, допустим, даже в решении материального вопроса какие-то чувства или наши желания – мы не видим тогда обстоятельства. Мы тогда, я говорю, ну, рассмотреть мы тоже не можем. Вот это хочу, да, вот в эту дверь. А зачем она тебе, эта дверь? Тебе ведь не дверь нужна. Тебе вот нужно именно там где-то оказаться. Поэтому карта вам говорит где-то разделять эмоции от рациональных решений. Иначе будет где-то тоже где-то путаница. Ага. Так вышло, что в колоде на дне карта мага. Тут какая-то тема такая интересная, которую вы можете обдумывать. Ух ты, как интересно. Смотрите, правда у кого-то любовь или очень серьезный выбор? Причем так, или была, не была, может быть, и вот так. Или решение вопроса в личной жизни. Тут, знаете, мера ответственности какая-то, скорее всего, присутствует. Непростая тема, по крайней мере, она для вас важна. Вроде как выбор. Тем не менее, что случится или произойдет. Ну, правда, кто-то уже куда-то уехал или собирается уехать, или вы ожидаете, что к вам приедут, может быть, или это уже произошло, и вы с кем-то обсуждаете, какая-то встреча, может быть, состоялась, и вы обсуждаете, ну, как дальше мы будем продолжать, именно, может быть, мы. Хотя тут это мы или вторая часть, может быть, у кого-то связано с работой, мои дорогие. Человек отплывает от прежнего берега, потому что, а что там? Там ничего не растет, таланты мы раскрыть не можем, какая-то степь, безжизненная пустыня, как будто, ну, как в анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Вот и вас что-то может вдохновлять. Я не знаю, вы о чем. Ну, вот я хочу вот так. Но продумать надо, мои дорогие. Вообще, это карта мужества, когда у нас хватает мужества идти вперед. Ну, вот, наверное, искусство первого шага, оно это самое сложное. Сначала решение какое-то обдуманное, такое очень здравомыслящее, а потом первый шаг. Ну и понятно, мужество, где-то ответственность. Помните то решение, которое вы примете с первого по 10, вы как берете ответственность. Неожиданности. Ну, может быть, в довесок где-то следом, будьте к этому готовы, приходят какие-то вести, с вами могут спорить. Или могут быть какие-то визитеры, может быть, буквально у кого-то по работе. Ведь по этой карте иногда есть, я говорю, бунтарь без причины. Мои дорогие водолеи, в неожиданностях, и особенно если вы занимаете какую-то должность, руководящий пост, иногда предупреждаю это как проверяющий. Ну, вот зненацко взвалился на голову, и что сделаешь? А вот как-то придется выстраивать. Ну, взаимоотношения, взаимопонимание – но больше мы по этой карте говорим, когда мы сами ищем правду, истину, но и мы ее находим. Для кого-то из вас, может быть, быстро придется отправиться в какую-то инстанцию, мои дорогие. Неожиданности. Вы можете думать, что, да, новость получили, допустим, поехали куда-то прояснять вопрос, и можете предполагать, что я сейчас вот так вот быстренько обернусь, решу какую-то проблему. Примите к сведению, что то, что вы считаете быстро решится, на самом деле быстро не решится. Потребуется больше времени. Тут не вы управляете полностью ситуацией.
Но по возможности нужно именно рассматривать, может быть, именно поэтому, рассматривать более широкое поле видимости, как вот этот горизонт, мои дорогие водолеи, вы должны создать себе сами. К чему все идет? Ну, вообще-то фортуна сейчас на вашей стороне, вы фартовая, правда. Где-то не теряй все равно времени. Может быть, тут с учетом, если вы с чем-то определяетесь, вот будет так, да, тогда приготовьтесь вот как мужество, да, вот искусство мелких шагов. Постепенно, но я иду вперед. И даже если какие-то препоны, ожидания на вашем пути, но именно по делу мы говорим, да, или регламент, подготовка документов, быстро тут тоже. Мы можем думать все что угодно, но часто бывает, одной бумажки, чтобы дождаться, надо собрать еще 10. Или уже наконец все подали, но там тоже что-то задерживается. Ну, вот такого рода проволочки они могут быть. Но может быть сам какой-то старт или ваше решение не упустить время. Вот именно теперь буду я туда стремиться, в это пространство или нет. Давайте мы узнаем. Но старший аркан тут как будто, правда, и не упустить какую-то возможность. Все-таки ведь это фортуна. В личной жизни точку в прошлом, чего это касается. Десятка мечей, мы говорим, в прошлое закрываем дверь. Но есть такая колода, кто давно смотрит мои видео, ее создала Колет Барон Рид, известный психолог с большим стажем, почти 40 лет, и таролог одновременно. Так вот, колода добра. Десятка мечей Колет назвала, мне очень нравится ее трактовка, потому что она подает карты с позиции позитивной психологии. И если я так банально говорю, в прошлое дверь кому-то уже ухо намазолила, да, а Колет назвала изящное завершение. Вот тут просто, может быть, как жизненный этап прежний, он завершается неизбежно. Поэтому идти вперед придется. Вот смотрите, мы говорим, тройка мечей, всегда мы знаем, да, разбитое сердце, какие-то переживания, разочарования, может быть, предательство. Тем не менее, тройка – это всегда карта будущего. Кто-то спросит, это что это мне вот такое на будущее? Нет, мои дорогие, здесь какие-то последовательные действия от вас еще потребуются. Они касаются лично вас, поэтому это выпадает на личную жизнь. Кроме вас этот вопрос не решит никто. Может быть, это какие-то эмоции. Тут тоже надо принять без сожаления то, что есть, изящно завершить. И у нас 3 птицы, но, я думаю, видно даже отсюда. Филин, ворон и сова. 3 птицы, которые олицетворяют мудрость. Вот какое-то мудрое решение вам нужно принять. И вот этот какой-то опыт минусовый, тяжелый, это, знаете, для вас как необходимый опыт, чтобы еще раз не найти какие-то грабли. Поэтому будьте очень вдумчивы. Анализировать явно придется, рассматривать альтернативные варианты – да. Быть готовым к неожиданностям – это тоже. Тем не менее, на вашей стороне фортуна. И все-таки выход из лабиринта, из какой-то путаницы у вас может быть. Но, видимо, форму надо придать вашему намерению или цели. У кого-то это совпадает с личной жизнью. Точно не должно быть какого-то бестолкового ожидания. Может быть, поэтому и карты так все-таки концентрируют, что ты должен какое-то решение принять. Называется в этой колоде «Служанка в ожидании». Вот, мои дорогие, мы не можем быть служанкой в ожидании. Ну, и, может быть, мы и можем какое-то время в плане работы, или нас что-то вот может какая-то часть работы устраивать, а что-то может и не устраивать. Поэтому вот, понимаете, смотря как мы, под каким углом видим события. И если мы это событие облечем в конкретную форму, тогда, может быть, и идея сама по себе, она более в четких очертаниях. И, может быть, тогда, когда очертания или значения прорисовываются, как в вашем сознании, тогда и целесообразность, надобность какого-то вашего проекта проясняется тоже. А у кого-то поставить точку в тех отношениях, которые никуда не идут, которые какое-то время, может быть, и закончились, а может быть, потом еще раз начались. И, может быть, вот это туда-сюда было несколько раз. Ну, к чему идет? Если уже были проблемы, давайте так, реально скажем, были проблемы в отношениях, они никуда не делись. Они сами по себе не исчезли. Человек, по сути своей, он остается таким, как был. А для вас дорога к счастью, тем не менее.
Сложный выбор у кого-то. Мы все разные. Вот перекладывайте все то, что я сказала, на свою жизнь. Как эти карты могут проиграться. У кого-то с личной жизнью, у кого-то именно вот эти перемещения, важные решения, может быть, работа, а может быть, вообще где-то все это на расстоянии. Ладно, что ж в деньгах? Еще одна тройка. Это карта, когда мы сдаем жизненный экзамен. И когда мы учимся, кстати, у кого-то может быть вторичный доход, который связан именно, вам нужно что-то изучить. У кого-то изучить язык, у кого-то изучить ремесло новое, да. У кого-то изучить, может быть, и законы, чтобы получить какую-то бумагу важную. И так тоже бывает. И нам вот совершенно необходимо это изучение. Вот вам это необходимо для денег. Вам действительно нужно договариваться, прояснять, да, вот как выражение есть на берегу. Не тогда, когда мы уже там поплыли. Тут немножко быть готовым к неожиданностям нужно, подстраховать себя нужно. Может быть, документами, а может быть и знаниями. У кого-то буквально, может быть, в эту декаду экзамены, да, и от этого или какие-то зачеты. И есть профессии, когда мы сдаем периодически очень часто зачеты. Ну, вот, к примеру, медицина. Мне просто это очень знакомо. И зачетов море. Ты учишься, сколько ты находишься, сколько ты работаешь, ты все время что-то сдаешь, да, проходишь какую-то, ну, даже или повышаешь квалификацию, но ты все время, если это не специализацию, но ты свой уровень повышаешь, да. И это каким-то образом влияет, безусловно, со знаком плюс на твой доход тоже. Вот у кого-то, может быть, и другие профессии, я просто не знаю, да, но что-то подобное может быть, как будто мы от изучения не уйдем. А для кого-то из вас, мои дорогие, изучить какие-то новые сервисы, приложения, как это работает, цифровые технологии, и тогда это тоже. То есть это каким-то образом вам буквально будет в деньгах помогать. Может быть, вы будете изучать законы, правда, потому что вы оказались как не просто перед выбором, а кто-то оказался в новой местности, или вы где-то загодя продумываете, даже если вы собираетесь, да, куда-то, хорошо, а что там будет? То есть как будто готовитесь, да? Может быть, у кого-то из вас есть и такая мысль, а если что-то пойдет не так, да? Был один доход, а тут вот какой-то доход так и не получится. Или я уже так не хочу такого дохода, такой работы, или что-то переиграть. Правда, тема работы и какого-то важного выбора, она еще перекликается с финансами тоже. Вы как будто чувствуете свою уязвимость именно из-за того, что, ну, шаткое ваше положение по финансам. Может быть, именно в этот период. Потому что в любой момент вам могут как будто вот как на этой карте. Развернулся и пошел. Хотя я должна сказать, в этой колоде карт здесь девушка вроде беленький платочек сжимает, да, в кулачке. Но это не для того, чтобы утереть слезу. Нет, она как будто сжимает его. И так это смотрит в спину уходящему мужчине и думает про себя. Пошел, ну вот иди. Она на что-то решилась. Ведь часто по этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Вот, наверное, как заключению всего того, что я долго говорила. Но от этого выбора или выхода, как бы поиска, никуда не уйдешь. Какой-то период– это на достижение, это на ваши идеи, на важные встречи. От вас потребуется, ну, где-то себе не навредить, научиться себя защищать. И все-таки нам придется выйти из этого забора, из каких-то периодов ограничений. Это точно. Вы успели накопить силы, потому что в герметической колоде Таро это карта великой мощи. Как будто сил достаточно, приходит время действовать. Действовать, да, но, повторюсь снова, искусство мелких шагов. Вы в этом именно, да, как вот 2 совета по разным картам. И правда же, злые дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Ну, в принципе, и мечи– это тоже где-то. Это наши задумки, это наши еще добавляется по этой карте путешествия, да, то есть дороги какие-то, пути, но тоже мелкими шагами. И постоянно что-то анализируя, продумывая. И это то, что важное. Ведь карта заслуженного успеха. Поэтому для вас, мои дорогие водолеи, здесь какое-то будущее все-таки оно присутствует. Но нельзя себе, допустим, сказать, что я составила план, и этот план вот я неизменно буду выполнять. Поставьте перед собой цель. Вот рассмотрите, да, альтернативные варианты или как в плоскости. А потом еще будьте готовы к
каждый свой шаг корректировать, и если это будет необходимо в связи с обстоятельствами извне или с взаимодействием с людьми. Вот это как будто будет правильная тактика, точно, и тогда победа у вас в кармане. Более того, эта карта говорит: ты не замечтайся, у тебя получится решить какой-то вопрос, у вас, мои дорогие водолеи. Но потом нас эта карта приглашает наш как статус или того, чего мы добились, сохранять. Поэтому вот все те энергии, о которых я долго говорила, они скорее вам пригодятся. Вот эти знаки судьбы, да, с которых мы начали наш прогноз. Может быть, это даже не с 1 по 10, а в течение февраля. Я такое могу допустить. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, а я благодарю вас за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваши искренние и душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Вот все ссылки я оставлю в описании под видео, а новые статьи я обычно публикую во вкладке «Сообщество». А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.